Если ты веришь, что истина где-то рядом и хотел бы взять мультипаспорт, чтобы отправиться на неизведанную планету, то ты однозначно любитель бороздить космические просторы в виртуальном мире. И это уже 6-я часть цикла роликов по теме колонизация планет. И если пропустил предыдущий контент, залетай в плейлист. Там много найдешь интересного. Всем здрасте, с вами Настя. Приятного просмотра. Спор. Ты начинаешь буквально с маленькой клетки в первобытном океане. Сначала просто выживаешь по принципу «кто не сожрал, того сожрали». Постепенно развиваешься и выбираешь, каким станет твое уникальное существо. Даже спустя столько лет с момента выхода игры, гарантирую, залипнешь в редакторе творца. Потому что ты сам решаешь, создашь ли ты хищника, травоядного или что-то посередине. И это не просто косметика. От формы тела, конечностей и способностей зависит геймплей. Дальше все становится масштабнее. Существо выходит на сушу. Ты собираешь стаю, взаимодействуешь с другими видами, можешь дружить или устраивать полный беспредел. Потом начинается этап племени и цивилизации, где уже приходится управлять целыми поселениями, добывать ресурсы и воевать за территорию. Самое крутое – это редактор. Ты реально создаешь все сам. Свое существо, здания, транспорт, даже космические корабли. Когда доиграешься до космоса, игра вообще тебя удивит. Ты начинаешь исследовать галактику, колонизировать планеты, взаимодействовать с другими цивилизациями и, по сути, играешь уже в полноценную космическую стратегию. И это, на минуточку, игра 2008 года. И в этом весь кайф Спор. Это не одна игра, а сразу несколько в одной. Интересный факт. Разработкой Спор руководил Уилл Райт, создатель The Sims. И изначально игра задумывалась как максимально научная симуляция эволюции. Но в процессе ее упростили и сделали более игровой, чтобы сохранить баланс между реализмом и творчеством, вдохновляясь научными теориями эволюции. Даже космические миссии и события частично формируются на основе ранее созданных игроком существ. Mars First Logistics. Ты оказываешься на Марсе не как герой или солдат, а как инженер и логист, который помогает строить колонию. И вместо обычных машин здесь приходится собирать собственные марсоходы, потому что грузы попадаются максимально неудобные, а поверхность планеты постоянно заставляет выкручиваться и придумать что-то новое. Главная фишка игры – конструирование техники. В специальном 3D-редакторе ты соединяешь разные детали вроде сервоприводов, гидроцилиндров и ракетных двигателей, создавая странные, смешные и внезапно рабочие машины. А потом проверяешь их в деле, пытаясь довести груз через марсианские холмы, ямы и препятствия. И вот именно здесь начинается проверка физики, когда идеально выглядевшая конструкция внезапно переворачивается или разваливается на половине пути. За успешные доставки получаешь деньги и открываешь новые технологии, чтобы собирать еще более сложные и безумные механизмы. Можно играть в одиночку или вместе с другом в кооперативе, совместно пытаясь решить очередную инженерную проблему. При этом игра постоянно подталкивает экспериментировать и искать нестандартные решения, а не просто выполнять задания по шпаргалке. Интересный факт. Игра вдохновлялась Лего и инженерными конструкторами. Из инсайда. Проект долгое время разрабатывался как эксперимент с Unity-физикой, а не для коммерции. Комьюнити очень быстро превратило игру в соревнование по созданию уродливых машин. На Reddit игроки выкладывают многоногих роботов, ракеты и конструкции, которые держатся буквально на добром слове. The Solos Project. Ты оказываешься совершенно одинок на далекой планете после катастрофы. Земля уничтожена, корабль разбит, связи нет, а вся надежда человечества теперь буквально зависит от тебя. Игра делает ставку на одиночество и исследование. Вокруг только странный чужой мир, руины неизвестной цивилизации и постоянное ощущение, что под поверхностью что-то есть. Ты изучаешь огромные острова, пещеры и древние гробницы, ищешь ресурсы и пытаешься восстановить устройство связи, чтобы подать сигнал домой. Но планета сама по себе становится главным испытанием. Здесь экстремальная температура, штормы, молнии, метеоритные дожди и даже землетрясения. Нужно следить за состоянием персонажа, потому что на него влияет буквально все. От влажности и усталости до переохлаждения. В игре полностью динамическая система окружающей среды. Меняются день и ночь, температура, влажность, облачность и даже океанские приливы. А растения реагируют на климатические изменения. При этом тебя не ведут за ручку. Здесь много скрытых мест, секретов и головоломок. А исследование ощущается почти как археологическая экспедиция. Ты постепенно находишь следы тех, кто был здесь раньше, и начинаешь раскрывать тайны планеты. Интересный факт. Игру делали с расчетом на VR еще до того, как VR стал массовым. Поэтому многие пространства и масштаб объектов специально проектировались для ощущения присутствия. Также Dev признавались, что хотели создать ощущение чужой цивилизации без прямых объяснений. Поэтому большая часть лора спрятана в окружении, а не в кат-сценах. Starbirds.
Это необычная космическая экономическая стратегия, где вместо суровых инженеров и корпораций главными героями становятся очаровательные птицы-космонавты. Несмотря на милую внешность, игра довольно-таки глубоко продуманная. Тебе предстоит строить полноценные производственные цепочки, добывать ресурсы на астероидах и постепенно превращать небольшую станцию в огромную межзвездную промышленную сеть. Главная особенность игры – строительство прямо на поверхности астероидов. Каждый из них имеет собственную форму и рельеф, поэтому приходится продумать расположение фабрик, трубопроводов и энергетических систем. Нужно добывать лед, металлы и редкие материалы, а затем перерабатывать их в более сложные товары для выполнения задач и развития колонии. Здесь нет агрессивного давления или сложного микроменеджмента. Игра старается быть дружелюбной даже к новичкам жанра. Можно спокойно экспериментировать, оптимизировать производственные линии или просто наблюдать, как маленькие птички суетятся на твоих заводах. При этом мир постоянно расширяется. Открываются новые звездные системы, технологии, типы построек и разные события. Интересный факт. Птицы появились не случайно. Идея была сделать игру с автоматизацией живой и эмоциональной. Из инсайда. Визуальный стиль появился раньше многих механик. Сначала художники сделали космических птиц-работяг, и уже потом вокруг них начали строить весь геймплей. Также Dev признавались, что долго балансировали автоматизацию и ручной труд, чтобы игрок не превращался просто в наблюдателя за конвейером. Planet Base. Ты управляешь группой космических поселенцев, которые пытаются выжить и построить базу на далекой и крайне негостеприимной планете. Здесь как попало здание не расставишь. Приходится постоянно думать о том, хватит ли колонии кислорода, воды и еды, потому что любая ошибка может быстро привести к катастрофе. Постепенно маленький аванпост превращается в полноценную самодостаточную базу. Ты добываешь металл, извлекаешь воду, выращиваешь еду в гидропонике, строишь производственные цепочки и следишь за тем, чтобы в колонии были люди с нужными навыками. Особенно приятно наблюдать, как все начинает работать как часы. Солнечные панели питают системы, роботы помогают с тяжелой работой, а новые колонисты вливаются в жизнь базы. Но расслабиться игра тебе не даст. На планетах случаются песчаные бури, метеоритные дожди и солнечные вспышки. А еще приходится защищаться от незваных гостей. Можно развивать колонию на 4 разных планетах, и каждая из них отличается своими условиями и уровнем сложности. Поэтому подход к строительству и выживанию постоянно приходится менять. Интересный факт. Разработчики вдохновлялись научной фантастикой 70-х и 80-х. Особенно идеей изолированных баз на чужих планетах, где любая ошибка может стоить жизни всей колонии. Из инсайда. Dev изначально делали систему ИИ гораздо сложнее, но позже упростили ее, потому что колонисты начали вести себя непредсказуемо. Рассказывай, дружок, в какую из этих игр ты уже поиграл. Поделись впечатлениями. А если тебе захотелось ознакомиться, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.